Ну, этот гражданин очень известный. Это известный их первый раз было в двух размеров. Это так называемые китайские пагоды. У них ходят руки и голова. Вот видишь, высовывается язык. Да, они двух размеров обычно были. Была мужская половина и женская, так называемый инь и янь. То есть в данном случае это мужчина у нас такой с языком. Руки там надо просто выдержать пропорции, чтобы они ходили гирьки. На ровном, чтобы стояло, да? Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Шампанское в студию. Пойдем выпьем шампанское и еще поснимаю это чуть-чуть. тоже очень известно. Это такой завод немецкий, КПМовский. Он, в принципе, конкурент всегда мысленный был. А здесь просто представлена целая серия коллекционных чашек. Они практически всегда шли без блюдец, чтобы можно было в витрину много чашек поставить. И вот каждая из них, видишь, по-разному расписана, с разными сюжетами. Но отличительный знак — это всегда на львиных ножках. Ну и ножки разные, смотрю. Ну да, то есть, суть-то, в принципе, да, всех одна была. Да. И они, в принципе, шли и продавались всегда без блюдец, потому что можно было побольше в витрину поставить, потому что это коллекционный такой, как бы. Ну да. И их рассматривать-то можно. И долго, да, можно долго рассматривать. Кстати, сюжет, вот эта картина, сюжет, картина, естественно, напоминает Бахчисарай. Да. Горы, леса. Очень красиво. Цветовая вот гамма. Это тоже знаменитые мейсоновские сервизы. Их называли B-форм и X-форм. В данном случае это все B-форму, X-форму у нас. То есть, видишь, они все одинаковые, да. А в чем же различие? А я тебе покажу чашку сейчас, которая называлась X-форм. В комплекте у нас сейчас нет. Вот эта вот форма называлась X-форм. B-форм, а вот это X-форм. То есть ее в простонародье называли тыквой. Не знаю, наверное, ассоциацию у людей более всегда... плоская, да. Тыква. Вот, не, вот там. Да, вот это. Ну, я понял, да, ну классно, да. Не слышал об этом, но вот теперь знаю. Ну, очень хорошие тыквочки. Очень такие миленькие. А вот это тоже туда, да, входит, вот какая. Но это уже с тарелочкой. Ой, нет, с чашечкой. это уже другая немножко по исполнению. Ой, сколько там бумажечек. Непонятно почему. Вылетало много всего, красиво. У кого тоже, как говорится, дворцы были. Это вот тоже такой комплект, канделябры и часы бронзовые. Ну, не соответствует, да, по размерам. А вот это что такое интересное? Это в темном углу спряталось. Это керамическая такая поливная фигурка. Воротничок даже сделан. Русская, да, но она, к сожалению, не маркирована, и очень тяжело понять, где она была выполнена. Необычно. Надо вам ее из темного угла достать, а то ее там не видно. Это зеркало серебряное. Это зеркало мы уже видели. Да. Очень необычная, кстати, такая моднючая лампа. Ух ты! Керосиновая, причем в рабочем состоянии она. Ну да. Вот сверх я такое видел стекло, но вот с дамой нет. Там обычно такие ножки просто. Да. А здесь вот так здесь прям дама, подобрано, прям стиляжно. Это тоже очень известный завод, производитель такой бронзы. Это венская бронза. В данном случае это светильники, они в рабочем состоянии, да, они подключаются, и там горит как бы свет. А вот это что такое? А это, в принципе, скажем так, конкурент Кузнецова, но это белорусский завод, это Витебск.
То есть такое панно, скорее всего, печное, то есть оно из розец, он, скорее всего, из больших кусков состоял, это часть из него. Белорусы, привет. Да. Но это живописное такое панно, в принципе. Но это фрагмент, скажем так. Ну это очень красиво. Здесь да, такой и живописно. кавалер стоит, роскошный такой. О, как красиво. Белорусы, вам мои аплодисменты и воздушные поцелуи. Вам, белоруска. Перевернул, и вот этот значок, он всегда Ага. присутствует. Нет, ну не везде вот такая штучка стоит. Обозначение. Угу, прикольно. Шампанское доливаем. Но здесь уже и кофе подошло в мейсоновские чашечки. Вот такие роскошные. Сейчас передышка у нас, и скоро будем снимать еще антиквариат. Костя, ты не грустишь? Уже нет, уже все хорошо. Одинокий волк. А с него мы перейдем вот на эту роскошнейшую огромную вазу. Здесь есть еще одна такая же розового цвета, но с другим рисунком, а так вот как бы точно копия такая же. Высокая очень, ну, наверное, около метра. И вот вторая здесь стоит, вот как раз за бутылкой из-под шампанского. Да, надо ее, наверное, бутылку было убрать. Да, здесь разница, что у розовой вазы бронзовый постамент. Подставка, Раньше мне, когда говорили шпиатор, я вот думала, что это вот такая подставочка шпиатор. Это я потом только узнал, что шпиатор это металл. Вот этот вот, да, из чего собран. Вот своя оригинальная бронза, которая тоже императорская. Угу. Расскажи нам, пожалуйста, про вот эту вазу. Да, и подними, чтобы было видно цвет. Это марганцовое стекло императорского стекольного завода в обрамлении своей родной бронзы. Чеканка, монтировка такая, вот вся вот она закреплена как положено. Все своего времени, это такой стиль ампир, 1820-30-е годы. Причем когда-то это принадлежало кому-то и продавалось из своей частной коллекции, то есть приватной. Ну, не меньше, да, потому что там мы уже, я вот обратил внимание, там написано «Приват». Расскажи нам, пожалуйста, про подсвечники тоже. Кстати, стоит в Эрмитаже. Вот эти. У нас их две. Да, а в Эрмитаже одна. В общем, мы находимся там, где покруче, чем Эрмитаж. Так, а вот про эти подсвечники такие это невероятные. Это тоже бронза в стиле ампир, причем она двухцветная, патинированная, то есть части какие-то золоченые, а части какие-то патинированные. Тоже Россия, где-то 1830-40-е годы, период Николая Первого. Эдуард, расскажи вот про это. Вот она меня впечатлила. Я сижу, пью шампанское весь вечер, на кофе переходя, потом опять на шампанское. Корова. И все любуюсь на эту картину. Вот расскажи про нее, пожалуйста. Ну вот, мне надо ее снять, чтобы точно сказать, вспомнить, кто автор. Но это Западная Европа, 1830-50-е годы. 800-е, да. 1800, вот она со стороны вообще выглядит, как будто она из металла. Эта рамка так сделана, она состаренная, то есть это родное дерево, рамка родная, и она вот такой имитация металла, серебра. То
то есть патинированного. Но вот теперь, я думаю, все зрители захотят коров иметь на Ну, картине. ничем не хуже, Потому рядом что висит картина. в этой картине так это красиво выглядит, корова. Это Дубовской, это очень известный Вот русский это. художник. О, крупные такие такой мазки. осенний Ага. пейзаж. Мгм. Так, а тут что у нас? Это, Знаем мы тут, информация есть? это, скажем так, не для всех. Это Серебрякова. Кормящая мать. Кормящая мать, она так и называлась, да. Но это не до конца прописано, то есть один из эскизов в картине. То есть оригинал, то есть полностью прописан, то есть их несколько вариантов было. Это один из вариантов. Мгм. А вот тут у нас что такое красиво стоит? Это императорские вазы, и одна, и вторая. Но это вот, они расписаны на так называемая была вот как бы ОПХ. Это общество поощрения художников. То есть это была школа, когда художников обучали живописи. И после того, как они эту школу заканчивали, их допускали к росписи и к работе на императорском заводе. Хотя вот все белье, в принципе, это тоже императорское. То есть вазы императорские, но живопись. А вот, кстати, уже интересный не момент, да, что вот это белый, вот этот фарфор называли бельем, да? Да, белый фарфор он назывался бельем. Многие об этом не знают, кстати говоря. Да, И я белье, это чисто случайно услышал. Белье, оно глазурованное, а есть просто бисквит. Оно не глазурованное. Между ними большая разница и отличие. А вот давай перейдем вот к этим медальонам, можно? Да. Ага. Западная Европа, Германия, Тюрингия. Причем с такой же пасторальной живописью в стиле Вато. О, скажи нам, пожалуйста, вот сколько ты занимаешься уже антиквариатом? Ну, с детства, с рождения. Значит, уже чувствуешь... Конечно. Любую вещь, Моментально. в принципе, моментально. То есть, в принципе, все эти сюжеты, они узнаваемые. Если открыть у него в АТО была такая автобиографическая книга с литографиями, где все сюжеты, в принципе, прописаны были. И вот по литографиям на заводах обычно из этих, да, они просто копировали и переносили это на фарфор. Ой, а вот тут что за милашки лежат? Вот Это севрские подсвечники. Какие? Север. Север? Да, французские подсвечники. Их просто надо закрепить. Очень элегантно. Да, это тоже 1850-е, 60-е годы. Такое вот. Она уже стилизована. Часть, в принципе, может быть, они были уже собраны из двух частей, потому что вот часть ампирная, вот это, а это уже времена попозже. прошли, да. Да. Ну, своей интересности они не потеряли. Я бы так сказал. А вот тут какие-то... Это французские композиции, да, две красотки такие. Одна севская, а вторая частный завод Париж. Париж это вторая вот эта? Вот это Париж, а это севская. Я вот часто говорю, что я вот так же вот в своей одежде люблю активность различную. Вот здесь тоже вот и буйство красок, и действий много. Ну вот здесь, в принципе, абсолютно все слизано с мейсоновской мануфактурой, потому что у них такой же сюжет присутствует, и даже по цветовой гамме, и по постаменту вот можно сказать, что они просто слезали все по стилю. Но отличается, конечно, и в росписи, и в лепнине фигурка. А она за волосы ее держит? Да, прическу делает, скорее всего. Ну да. А он ей завязывает шнурочки. Мне голуби нравится вот этот момент.
Ну да, обычная вещь. Просто настолько, даже в те времена, все состояло из каких-то деталей. То есть вот обращаешь внимание, вот голуби, здесь цветочки, то есть вот ну, жизнь. Так, а вот этот экспонат? Ну, это дворцовая ваза мейсоновской мануфактуры. Яркие краски. Она так и должна быть. Но на самом деле, наверное, даже не то, что в России, в Германии не сохранились такого размера и в таком сохранили вот такие вот большие дворцовые вазы. Это тут вот колосья, груши. Здесь, да, она стилизована тоже под такое вот осеннее, скорее осенний период. Они же очень любили вот в фарфоре какие-то сезоны демонстрировать. Вот в данном случае, наверное, это осень все-таки. Поспели фрукты, колосья. А вот здесь, по-моему, муха сидит. Здесь и мухи, да, вот внизу бабочки, вот тут жучки. Точно, ничего себе. Очень много всего. И вот колосья вот идут и сюда уходят. Ничего себе, обалдеть. Да. И там клубнички. Ух. Ну, правда. Вот так рассмотреть каждую деталь. Обалдеешь. Ну, действительно. Так, а вот этот комод, расскажи, пожалуйста. Ну, комод французский. Он где-то в середине 19 века в таком стиле, можно сказать, как немцы называют, бидермайер. То есть Бидермайер? Вот, да. Как вот эти слова все запомнить? Я не могу. Ну, это года нужны. То есть вот эти тут и формы, и ножки, то есть в элементах бронзы. А вот здесь самое крутое, что ты пытаешься сейчас. Все, что стоит на этом прилавке, ну не только на этом, это императорский фарфоровый завод. Но самый ценный, наверное, экспонат по времени, это вот бирюзовая по ваза. Центру. По центру. Угу. Их было всего 2. Они описаны, они известны. В принципе, у нас на нее есть 2 атрибуции. Это подарок Павла I своей дочке. Одной из дочек, потому что их было 2, то есть он подарил одной и подарил второй. Вот одна из этих ваз у нас. И в Эрмитаже стоит. В Эрмитаже стоит большущая ваза, то есть таким же размере, по размерам. Она, в принципе, форма взята от сербской мануфактуры. Там стоит знаменитая вот ваза в кобальтовом цвете с белым орнаментом. Это вот как раз одна из прототипов этих ваз. А вот это что? Это Александр III. Ваза выполнена в стиле китайского такого, как правильно сейчас тебе сказать, это техника вообще, это селадон. То есть вот цвет и декор. Это ваза в технике селадона. Но на самом деле она имитирует просто Китай, а это императорский фарфоровый завод периода Александра III. А вот перед ней? А эта ваза ничем не хуже, и это вообще, она просто такая модерновая. Здесь сыграли, императорский завод, он славился тем, что он мог обыгрывать и формы, и содержание. Вот здесь именно ничего лишнего. Здесь 2 цвета. Белоснежный фарфор, такой пломбир, можно сказать, вот по цвету. И вот такая необычная по гамме краска. То есть это вот крытье, оно не кобальтовое, а какое-то лазурное, скорее всего. Ну, на кобальт оно, плюс, здесь ко всему есть марка затерта, но
потому что очень часто это делалось. Но здесь вот подпись мастера, формовщика, кто эту вазу делал. Угу. Ой. Не делается. Ну, вначале было, а потом стерлось. Так, хорошо. А вот про коня? Конь это у нас такой, скажем, необычный, потому что это Китай 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Основа деревянная, то есть он полностью вырезан из дерева, а сверху обложен слоновой костью, причем в стиле такой вот он абсолютно инкрустированный, плюс еще наложен такой резной орнамент. То есть все детали... Рисунок вот, еще. Рисунок, да. Такая полностью инкрустированная лошадь из частей. Ой, там еще что-то стоит. Так, а вот эти балабушки даже, да, у нее такие прикольные? Да. Ну, здесь мне кажется, вот очень такой же редкий орнамент, такой, вот да? абсолютно вот все это же все вырезано, это в принципе очень сложная по технике, надо же подогнать каждую деталь, вырезать. Угу. Ну, редкие, да, экспонаты? Очень редкий экспонат. Насколько я понимаю. Но больше нигде и не встречал, можно сказать. Ну, а вот эти часы? Часы это у нас Германия середины 19 века. Причем они тоже очень интересно выполнены. Здесь такое маркетри в центре. Тоже сложная по технике. Часы в рабочем состоянии. И как бы такой вполне достойный экспонат для дома. Загородного, наверное, я думаю, что где-то в каминной комнате они будут смотреться очень даже достойно. А ты говорил, что вот они бьют каждый 15 минут? Да, у них четвертной стоит бой, то есть они бьют не каждые полчаса, а четвертной, то есть каждые 15 минут. Угу. А я знаю, что вот если вот тут два заряда, то это, значит, они бьют. А если один заряд, то не бьют. Нет, только практически завод. У всех часов старых там 2 заряда. На завод и на бой. Тут как раз... Но если второго нету, то и боя нет, получается. Конечно, нет. естественно. Ну, да. То есть, угу. Вот еще редкая ваза, просто редчайшая. Это вот в середине стоит, тоже императорская. Здесь потрясающей сложности, красоты бронза. Плюс еще вот эта живопись, был такой известный, очень крутой живописец на императорском заводе Красовский. То есть это вот лично расписана эта ваза. Ну, масштабная такая, да? Решение тоже такое серьезное. Вот необычная ваза, это уже Строгановское училище. Это уже где-то середина, начало, вернее, 20 века, там до революции сделана она подписная. Здесь, вот 15-го года, 2, кстати. 3. Да, потому что здесь вот Строгановка, год, Строгановское училище, и подписано еще автором, кто эту вазу исполнил. Угу. Вот я там вижу что-то такое, я просто обалдел, когда увидел вот та обезьянка, кувшинчик, да? Что это такое? Вообще что-то невероятное. А это императорский кувшинчик, к сожалению, утеряна крышка. Это Николай I. Она двухсоставная такая, видишь? То есть это чайник, а сюда ставили свечку, чтобы можно было подогревать постоянно, чтобы чай не остывал. Но она больше похожа, имитирует, наверное, все-таки китайскую такую традиционную церемонию чаепития. А поверни, пожалуйста, чуть боком, чтобы зрителям показать. Это что-то, я не знаю, Костя, вот. Что-то невероятное. Видишь, специально дырки, чтобы не лопнула форма. И того, что свечки там, внутри свечки. Выходил лишний жар, да? Да, конечно, а то бы она лопнула. Обалдеть, Костя, что ты молчишь? Увы, к сожалению, единственный минус — утеряна крышка.
Я вижу только плюсы вообще, что такая вещь Да. существует. Я первый раз такое вижу. И вообще это какие-то непередаваемые ощущения вот того, что это увидел. Ты рассказывал про вазу, а я вот туда пялился. Это какой-то чертик, именно, который вот, знаешь, привлекает вот свое внимание. Китайская церемония на 2 маленькие пиалки, то есть по объему. Ага. Супер. А там есть клеймо? Нет, к сожалению, нет, но она опубликована в книгах, то есть это очень известная Обалдеть. вещь. Шок. У меня просто шок от этой вещицы, честно говоря. Здесь, конечно, сама роспись и цвета шикарные. А это КПМовские вазы, то есть берлинская мануфактура. Техника называется такая, это мягкая роспись. Я вот не могу правильно перевести. То есть обычно роспись не передает вот теплоты. Это вот, в принципе, вот, наверное, достигли только на КПМовской мануфактуре. Вот как-то они более теплые по исполнению. Вот ты чувствуешь какое-то другое ощущение от них, от этой живописи. Ну да, что-то в этом есть. Их 2 у вас. Вот Их смотрю. пара, да, они парные. Ага. Причем Так. они круговые, с той стороны тоже живопись. Ага. Здесь, вот, наверное, самое потрясающее вот эти ландыши. Это, видимо, вторая сторона, да. Да, как живые. А вот тут покажем. Да. Вот это потрясающая ваза, это тоже такой русский модерн, это императорский завод в период Николая II с ласточками. Ну вот она скучная после вот этих роскошек. Ну, ты знаешь, она, в принципе, смотря в какой интерьер. Вот, а есть люди, которые любят немного такое... Квартиру. Дань новой моде. Это была дань новой моде. Ну да, такое немножко мрачное. Есть люди, которые любят и грустные песни, и мрачную картинку. Вот сюда перейдем, да? Да.